Вы должны запомнить, каким стойкам принадлежат соответствующие удары и блоки. Ноги вместе, скрещиваем руки. Рука, которая у нас только что била, ставится на плечо. Итак, переходим к выполнению данного ката по связкам. Для того, чтобы вам было намного легче изучать следующее ката, которое будет называться Хьян Ниден. Хьян Шоден! Приветствую всех спортсменов! В этом видео мы подробно разберем ката Хьян Шоден. Вы сможете наблюдать за медленным и быстрым выполнением данного ката. Также сможете увидеть его с разных ракурсов. Затем мы сделаем это ката по связкам и разберем каждый элемент по отдельности. Ну и в конце видео вы обязательно возьмете для себя что-то полезное. И я уверен, что при большом желании сможете выучить ката Хьян Шоден. Поэтому занимайте удобные позиции. Мы начинаем. Итак, перед тем, как я буду разбирать данное ката на доске, советую всем спортсменам, которые не смотрели предыдущий выпуск с разбором ката Тайкиокушин, посмотреть его. Вот здесь в правом верхнем углу будет подсказка. И после просмотра его можете вернуться к просмотру данного видео. Ну а всем остальным спортсменам, которые знакомы с ката Тайкиокушин или посмотрели его ранее, или только что, предлагаю запомнить следующее. Первое, что мы должны сделать, это разобрать главные составляющие данного ката. То есть мы должны узнать, в какой стойке мы его будем делать, какие нам будут встречаться удары и блоки. Ну и первое, что вы должны запомнить, это то, что данная ката, которая называется Хьян Шоден, мы выполняем в двух стойках. В двух стойках, которые называются Дзен Куцудачи и Кукуцудачи. Также в этом ката встречаются два удара. Первый, который называется Оицуки Чуден. Второй Тецуи Учи. Ну и последнее, это то, что в этом ката у нас встречается 4 блока. Первый это Гидан Барай Уки, второй Дзёден Аги Шуто Уки, третий Дзёден Аги Уки и четвертый Чуден Шуто Уки. Также обязательно добавлю для тех, кто не знает, что вот эти слова, которые вы слышите в начале наших блоков, вы, скорее всего, привыкли, что мы данные блоки называем сокращенно. Например, первый блок Гидан Барай, второй Аги Шуто, третий Аги Уки и четвертый Шуто Уки. То есть мы не упоминаем о том, что Шуто Уки это должен быть Чуден Шуто Уки, а Аги Уки Дзёден Аги Уки. Так как мы знаем, что данные блоки выполняются в определенную зону, то есть от определенных ударов в соответствующую зону. То есть Дзёден Аги Уки означает то, что мы выполняем блок от удара по голове сверху, либо же в голову, то есть верхнюю часть нашего тела. Дзёден это голова. Чуден Шуто Уки мы выполняем от удара в живот, в наш корпус, то есть средний уровень нашего тела. Ну и Геден Барай Уки мы выполняем от удара в нижнюю часть нашего тела. То есть если Геден, Дзёден и Чуден это область нашего тела, Барай, Аги, Шуто это название блока, а Уки это сам блок с японского языка. То есть Барай, Уки, Аги, Уки, Шуто, Уки, Учи, Уки и так далее. То есть мы всегда везде добавляем эту приставку, когда говорим о блоках. Также, помимо этого, вы должны запомнить, каким стойкам принадлежат соответствующие удары и блоки. То есть в какой стойке мы выполняем, к примеру, удар Оицуки Чуден или Тецуи Учи. В какой стойке мы выполняем блок Чуден Шуто Уки и так далее. Давайте возьмем первую стойку, которая называется Дзен Куцудачи. Обведем, то есть справа нарисуем крестик от нее.
И будем рисовать такие же крестики в ударах и блоках, которые присутствуют при выполнении данной стойки. Стойки дзенкуцудачи мы выполняем как удары, так и блоки. Первый блок, который нам встретится в стойке дзенкуцудачи, называется гидан-бараюки. Мы также помечаем крестиком. Затем нам встречается первый удар в стойке дзенкуцудачи. Называется он оицуки-чудун, также крестиком. Затем снова блок. Идем дальше. Второй удар, который нам встретится в стойке дзенкуцудачи, называется тэцуи-учи. Также помечаем крестиком. Ну и следующее, что нам встретится в дзенкуцудачи, это два похожих на себя блока. Дзёден аги шутоуки и дзёден аги уки. Также помечаем крестиками. Идем дальше, берем стойку кукуцудачи, обводим ее ноликом. И как вы уже догадались, что мы выполняем один единственный блок в этой стойке, который называется шутоуки, а если быть точнее, чудон шутоуки. Также помечаем ноликом. Ну и после того, как мы разобрались с главными составляющими данного ката, мы должны посмотреть на схему, рисунок данного ката, то есть карту продвижения вид сверху. Итак, рисуем крестик. Это та позиция, с которой мы будем начинать. В этой позиции мы с вами стоим в стойке, которая называется хачиджи-дачи, йой, позиция готовности. После чего мы становимся в мусуби-дачи, делаем поклон и объявление ката, который называется хян-шуден. Затем снова возвращаемся в позицию йой. После этого, как мы все это проделали, мы начинаем первое движение. Оно у нас идет в левую сторону от нас. Вы помните, я рисую стрелочку вправо, так как мы смотрим сверху. То есть вам нужно отзеркаливать. Мы делаем первое движение в левую сторону в стойке дзенкуцудачи с блоком гидан-барай. Затем мы делаем продвижение вперед с ударом оицуки-чудун. Также остаемся в стойке дзенкуцудачи. Далее нам нужно сделать поворот с подтягиванием передней ноги. Кстати, все повороты, которые присутствуют в данном ката, также само присутствуют и в ката тайкиокушин. То есть я не просто так вам сказал, чтобы вы просмотрели предыдущий выпуск. Его просмотр и ознакомление с ката тайкиокушин поможет вам при выполнении ударов и блоков в данном ката. Поэтому это очень важно. Итак, делаем поворот с подтягиванием передней ноги. Подтягиваем переднюю ногу, ставим ее вот сюда. Задняя остается на той же позиции. Также мы делаем блок гидан-барай, стойка дзенкуцудачи точно так же остается. Вы помните с предыдущего ката, что при каждом повороте у нас идет блок гидан-барай, но здесь будет небольшая особенность в том, что когда мы будем делать вторую точку концентрации, кричать кияй и завершать ката, когда у нас останется 4 движения, нам уже нужно будет сделать поворот не с блоком гидан-барай, а поворот в стойке кукуцудачи и с блоком чудон-шутоуки. Но к этому мы вернемся немного позже. Поэтому не берите себе это в голову пока что. Итак, после того, как мы сделали поворот с подтягиванием передней ноги, то есть мы поменяли направление в противоположную сторону. Сделали два движения сюда, теперь нам нужно будет двигаться в противоположную сторону. Здесь добавка. То есть тут у нас добавление одного действия, которого не было в предыдущем ката. Мы должны, после того, как сделали поворот с подтягиванием передней ноги, сделать в этой же стойке дзенкуцудачи без продвижения вперед. Нам нужно будет просто поднять переднюю ногу и сделать небольшой топ ею. С ударом тэцуи-учи. То есть тут я нарисую, к примеру, такой нолик закрашенный, чтобы он у нас не выделялся от точки концентрации. Это идет у нас движение на месте. После этого мы делаем продвижение вперед с ударом оицуки-чудун. Все как и в предыдущем кате. Опять же мы делаем продвижение вперед. Единственное, что у нас добавилось, это движение по середине, то есть между вот этими двумя движениями. Идем дальше. Простой поворот. Забираем переднюю ногу, направляем ее на вот эту линию с блоком гидан-барай. И теперь здесь уже идет отличие от предыдущего ката. Мы будем делать также 3 движения вперед и в конце кричать кияй в точке концентрации. Но уже будем двигаться не с ударом оицуки-чудун, а с блоками, которые называются аги-шутоуки и аги-уки. Вот здесь, перед тем, как мы будем делать продвижение вперед, в стойке дзенкуцудачи, нам необходимо перед началом продвижения вперед сделать блок аги-шутоуки и только после этого сделать продвижение вперед с полноценным блоком аги-уки. То есть, перед тем, как выполнять продвижение вперед, нам нужно сделать блок аги-шутоуки с раскрытой ладонью и сделать продвижение вперед с блоком аги-уки. Делаем на месте блок аги-шутоуки и продвижение вперед с блоком аги-уки. Это первое движение.
Второе точно так же. На месте аги шутоуки. Вперед. Аги-уки. Ну и последнее. Перед точкой концентрации. Аги шутоуки. Продвижение вперед. Аги-уки. Кричим кияй. Точка концентрации. Пауза 2-3 секунды. Далее, после этого мы делаем сложный поворот. Все точно так же, как в предыдущем ката. Забираем заднюю ногу к передней и через спину разворачиваемся на эту линию. С блоком гидан-барай. Стойка дзенкуцудачи так и остается. Затем продвижение вперед с блоком ойцуки-чуден. Далее поворот с подтягиванием передней ноги. Забираем переднюю ногу, направляем ее на эту линию. Блок гидан-барай. Продвижение вперед с ударом ойцуки-чуден. Затем простой поворот, забираем переднюю ногу, направляем на эту сторону. И делаем 3 продвижения вперед до точки концентрации кияй. Возвращаемся домой. Первое продвижение вперед, удар ойцуки-чуден. Второе, точно такой же удар. И третье, точка концентрации кияй. Ну и тут я как говорил ранее, что у нас есть небольшое отличие от предыдущего ката. В том, что мы будем сейчас делать сложный поворот с подтягиванием задней ноги, разворотом через спину в сторону. Но будем уже становиться не в стойку дзенкуцудачи с блоком гидан-барай, а будем завершать этот поворот в стойке кукуцудачи с блоком шутоуки. Делаем сложный поворот, становимся на эту линию, блок шутоуки, стойка кукуцудачи. Далее мы уже делаем продвижение не вперед, а немного по диагонали. Вот таким образом. Мы делаем продвижение вперед по диагонали, в стойке кукуцудачи, блок шутоуки. Затем мы сделаем поворот с подтягиванием передней ноги. Все точно так же, как и в начале. Мы забираем переднюю ногу, подтягиваем заднюю и ставим ее в противоположную сторону. Но отличие в этом повороте лишь в том, что мы стоим сейчас по диагонали, а должны будем стать ровно вот на эту линию. Точно так же кукуцудачи, блок шутоуки. И предпоследнее движение перед тем, как мы станем в позицию йой, точно так же по диагонали, блок шутоуки, как и здесь. Пауза 2-3 секунды. После этого завершаем ката, становимся на крестик в позицию йой, позицию готовности. Также становимся мусабидачи, делаем поклон и снова в йой. Все, ну и сейчас я переставлю камеру, вы сможете наблюдать за разными ракурсами выполнения данного ката. Прежде чем выполнять его в быстром темпе, мы сделаем сначала медленно, разберем каждый элемент по отдельности. Затем сделаем ката по связкам. Ну и в конце видео будет небольшая дополнительная информация. Итак, начинаем медленное выполнение данного ката с разбором каждого элемента по отдельности. Первое, что вам нужно сделать, это стать в стойку хачиджидачи, ноги на ширине плечи, стопы смотрят по сторонам, руки внизу. Обычными словами, это позиция йой, то есть позиция готовности. После этого мы становимся в стойку мусабидачи. Пятки вместе, носки по сторонам, руки по швам, прижаты к бедрам. Затем делаем поклон, при этом смотрим вперед. Поклон мы выполняем медленно, не слишком быстро. Все это должно быть плавно. Вот таким образом. И после этого мы выполняем объявление ката, то есть громко, четко кричим название ката. Хиан шоден. После этого снова возвращаемся в позицию йой. И начинаем выполнять кат. Первое движение идет у нас в левую сторону от нас. Следующим образом. Ич. Переднюю ногу подтягиваем к задней. Левая рука уже становится на плечо. Движение в левую сторону с блоком гидан-барай. Стойка дзенкуцудачи. Второй счет. Второе движение. Ни. Заднюю ногу подвигаем к передней. Руки вместе. Продвижение вперед. Удар ойцуки-чуден. Идем дальше. Ич. Делаем поворот с подтягиванием передней ноги. Подтягиваем переднюю ногу. Рука, которая у нас только что била, становится на хиките. Мы делаем поворот через спину в противоположную сторону. С блоком гидан-барай. Далее, тут внимательно, на месте, выполняем удар тецуи-учи. Представляем, что нас кто-то схватил за руку. Нам ее нужно выдернуть вниз и сделать удар сверху. Еще раз. Ши. Вот такое движение делаем. И небольшой топ передней ногой. Затем следующее движение. Ич. Продвижение вперед с ударом ойцуки-чуден.
Далее мы выполняем простой поворот. Вот этой рукой, которой мы только что били, мы будем делать блок. Подтягиваем переднюю ногу к задней и направляем ее в ту сторону. Вот сейчас мы будем идти на вас, вперед. Ич. Ни. При этом, как всегда, выполняем блок Гидан-Барай. Идем дальше. Сейчас нам нужно сделать продвижение вперед с блоком Аги-Уки, но перед этим мы делаем блок Аги-Шуто-Уки, вот таким образом, с раскрытой ладошкой. И только после этого делаем продвижение вперед. Давайте попробуем. Ич. Ноги вместе. Скрещиваем руки. Ни. Продвижение вперед. Блок Аги-Уки. Идем дальше точно так же. Ич. Здесь просто раскрываем ладошку. Задняя нога к передней. Скрещиваем руки. И продвижение вперед с блоком Аги-Уки. И третье движение. Сан. Раскрыли ладошку. Ноги вместе, скрестили руки. Сделали блок и кричим киай. Точка концентрации. Первая в этом ката. Идем дальше. Сложный поворот. Ич. Подтягиваем заднюю ногу к передней. Рука, которая была на хиките, становится на плечо. И через спину в сторону делаем разворот с блоком Гидан-Барай. Дальше. Сан. Продвижение вперед с ударом Оицуки-Чуден. Ши. Поворот с подтягиванием передней ноги. Рука, которая только что била, становится на плечо. Передняя нога подтягивается к задней ноге. И через спину в противоположную сторону делаем разворот с блоком Гидан-Барай. Ши. Продвижение вперед с ударом Оицуки-Чуден. Го. Простой поворот. Забираем переднюю ногу. Рука, которая только что била, на плечо. И в эту сторону. Возвращаемся домой. Выполняем блок Гидан-Барай. Тут все просто. 3 продвижения вперед с ударом Оицуки-Чуден. Ич. Ни. Сан. Точка концентрации вторая. Кричим киай. И тут внимательно делаем сложный поворот. Но уже возвращаемся, точнее завершаем этот поворот в стойке Кукуцудачи с блоком Чуден Шуто-Уки. Ич. Задняя нога к передней. Здесь мы руку, которая была на хиките, должны поставить на плечо. Но уже открываем ее в ладошке. Открываем кулачок наш. И ставим ребром нашей ладони руку на плечо. Делаем разворот через спину в сторону. Стойку Кукуцудачи. Становимся в стойку Кукуцудачи, где пятка правой и левой ноги у нас находится на одной линии. Рука, которая должна быть на хиките, у нас находится возле солнечного сплетения. Передняя рука немного под наклоном. Идем дальше. Делаем продвижение вперед по диагонали. Ич. Рука, которая была возле солнечного сплетения, на плечо. Ни. Продвижение вперед с блоком Шуто-Уки. Поворот с подтягиванием передней ноги. Ич. Подтягиваем переднюю ногу. Рука, которая только что делала блок Шуто-Уки, на плечо. Она опять же будет делать блок. И в противоположную сторону. Стойку Кукуцудачи с блоком Шуто-Уки становимся. Предпоследнее движение. Ич. Рука, которая на солнечном сплетении, на плечо. И по диагонали блок Шуто-Уки. И сан. Медленно возвращаемся в позицию йой. Мусубидачи. Поклон. Йой. Итак, сейчас еще раз сделаем это ката в медленном темпе с разбором каждого элемента, но сейчас вы уже будете наблюдать за мной с другого ракурса. Становимся в позицию йой. Мусубидачи. Поклон. Объявление ката. Хиан Шоден. Йой. Первое движение. Ич. Левая рука на плечо. Левая нога подтягивается к правой ноге. И движение в левую сторону от нас. В
стойки дзенкуцудачи, блок гидан барай. Второе движение. Ни, продвижение вперед, стойки дзенкуцудачи с ударом оицуки чуден. Ни, выполняем поворот с подтягиванием передней ноги. Подтягиваем переднюю ногу к задней ноге. Рука, которая у нас только что била, ставится на плечо. Делаем поворот в противоположную сторону с блоком гидан барай. Стойка дзенкуцудачи так же самое и остается. Здесь внимательно, в этой же стойке, на месте, просто немного поднимаем переднюю ногу и ставим ее обратно на пол, при этом выполняя небольшой топ. Мы делаем удар тецуи учи. Ич. То есть нам нужно представить еще раз, что нас кто-то схватил за руку. Мы выдергиваем ее вниз. После этого поднимаем вверх через голову и выполняем удар. Вот таким образом. Как будто мы держим молоток. Идем дальше. Ич. Продвижение вперед. Стойки дзенкуцудачи с ударом оицуки чуден. Ни. Простой поворот. Забираем переднюю ногу к задней. Левая рука, которая у нас только что выполняла удар, становится на плечо. И в ту сторону мы выполняем разворот, простой поворот с блоком гидан барай, стойки дзенкуцудачи. Идем дальше. Продвижение вперед. Стойки дзенкуцудачи с блоком аги-уки. Но перед этим нам нужно сделать нашей рукой, которая только что сделала блок гидан барай, блок аги-шутоуки. То есть поднять руку вот таким образом, как это сделал я, с раскрытой ладошкой. Начинаем. Ич. Скрещиваем руки и выполняем блок агюки. Дальше идем. Ни. Просто раскрываем ладошку. Двигаемся вперед, скрестили руки и выполнили блок. Сан. Снова раскрыли ладошку. Продвижение вперед. Блок. И первая точка концентрации. Кричим киай. Идем дальше. Сложный поворот. Подтягиваем заднюю ногу к переднюю. Рука, которая у нас была на хиките, становится на правое плечо. Делаем поворот через спину. При этом выполняем блок гидан барай. Идем дальше. Продвижение вперед. Стойки дзенкуцудачи с ударом оицуки чуден. Ни. Поворот с подтягиванием передней ноги. Сан. Рука, которая у нас до этого делала удар, делает блок гидан барай. Ши. Продвижение вперед с ударом оицуки чуден. Го. Это же рука, которая у нас била, будет сейчас делать блок гидан барай. Рок. Простой поворот выполнили только что. Сич. 3 продвижения вперед с ударом оицуки чуден. Ич. Ни. Сан. Вторая точка концентрации. Кияй. Тут внимательно выполняем сложный поворот, но завершаем его в стойке кукуцудачи с блоком чуден шутоуки. Ич. Заднюю ногу потянули к передней. Рука, которая была на хиките, открытая в ладошке. Ставим ее на плечо. И через спину делаем разворот таким образом, что наши ноги были на одной линии. То есть пятка правой ноги и левой были на одной линии. При этом эта нога согнута и держит вес нашего тела в 70%, передняя 30%. Рука, которая должна быть на хиките, вот в данном случае правая рука у нас, будет возле солнечного сплетения. Идем дальше. Продвижение вперед по диагонали. Стойки кукуцудачи с блоком шутоуки. Ич. Ни. Поменяли руки, соответственно. Идем дальше. Сан. Поворот с подтягиванием передней ноги. Рука, которая только что выполняла блок, будет его выполнять снова. Поэтому ее ставим на плечо, в противоположную сторону, и этой же рукой сделали блок. Ши. Рука, которая на солнечном сплетении, становится на плечо и выполняет блок по диагонали. И сан. Медленно возвращаемся в позицию йой. После чего мусабидачи, поклон и снова йой. Хиам шуден!
Хия! Хия! Хиан Шоден! Хия! Хия! Итак, переходим к выполнению данного ката по связкам. Становимся в позицию йой, мусабидачи, поклон, объявление ката, хиан шоден и снова позиция йой. Сейчас начинаем делать ката по связкам вместе со мной, подсчет в медленном темпе. Первый счет ич, 2 движения делаем в левую сторону. Первое движение, второе движение. Второй счет. Ни. Делаем в противоположную сторону, поворот с подтягиванием передней ноги, одно движение. Третий счет. Сан, 2 движения. Тецуи учи, продвижение вперед с ударом ойцуки чудом. Идем дальше. Ши, одно движение. Го, одно движение. Ну, если быть точнее, то 2 движения. Первое мы сделали аги шутоуки, второе продвижение вперед с аги-уки. Следующий счет. Го. Теперь делаем 2 полноценных движения и кричим кияй в точке концентрации. Еще раз. Го. Первое движение. Второе движение, точка концентрации, кияй. Идем дальше. Сич. 2 движения. Первое. Второе. Хач. Также 2 движения. Первое. Второе. Ку. Одно движение. Джу. Одно движение. Ич. 2 движения. Первое. Второе. Точка концентрации, кияй. Идем дальше. Ни. Также 2 движения делаем. Первое движение. Второе движение. Сан. Первое движение. Второе движение. Ши. Медленно возвращаемся в позицию йой. Поклон. Сейчас еще раз сделаем это ката по связкам. Подсчет, но уже без моих объяснений. Становимся йой, без объявлений и поклона. Сразу же начинаем. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Точка концентрации, кияй. Сич. Хач. Ку. Джу. Ич. Точка концентрации, кияй. Ни. Сан. Ши. Йой. Хорошо, а теперь без счета полноценная ката с кияй. Все как положено делать на аттестации или же на соревнованиях. Йой. Поклон. Хиан Шоден.
Ну и также не забывайте о деталях, которые помогут вам выиграть поединок, либо же получить максимальную оценку на аттестации. А именно, это то, что после каждого движения у вас должна быть небольшая микропауза. Если же вы делаете по связкам, то после связки вы делаете небольшую паузу. Также во время выполнения киай и после его завершения у вас должна быть пауза в районе 2-3 секунд. Ну и после того, как вы сделали последнее движение ката, и возвращаетесь медленно в позицию йой. Во время последнего движения в ката вы также делаете небольшую паузу в районе 2-3 секунд и медленно возвращаетесь в позицию йой. Также не забывайте, что у нас в этом ката присутствуют 3 поворота. Как и в ката Тайкиокушин, это поворот с подтягиванием передней ноги, простой поворот и сложный. Первый раз сложный поворот встречается точно такой же, как и в ката Тайкиокушин. Мы в стойке дзенкуцудачи переходим в стойку дзенкуцудачи. При этом выполняя блоки данбарай в завершении этого поворота. Ну а во время второго поворота, во время выполнения второго сложного поворота, вам необходимо в стойке дзенкуцудачи оказаться из этой стойки в стойке кукуцудачи с блоком шутауки. За этим тоже будьте внимательны, следите за каждыми деталями. Не забывайте о том, что вы можете ставить видео на паузу, либо же в настройках YouTube замедлять это видео, смотреть его в более медленном варианте, как вам удобнее. Также хотел добавить информацию по поводу следующих наших видео. Например, следующее ката, которое мы с вами будем разбирать, называется Хиан Ниден. И этот видеоролик, как я планирую, будет длиться намного меньше, чем предыдущих 2. Так как вам не нужно будет объяснять все до мелочей, или же разбирать подробную схему и карту продвижения данного ката. Но мы также будем делать все в медленном и быстром темпе, разбирать каждый элемент по отдельности. Ну и при этом не забывайте то, что вы должны знать хорошо как ката Тайкиокушин, так и ката Хиан Шоден. Для того, чтобы вам было намного легче изучать следующее ката, которое будет называться Хиан Ниден. Данное видео подходит к концу, поэтому хочу пожелать каждому спортсмену удачи, а также быстрого и легкого обучения ката Хиан Шоден. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайки. Так мы с вами популяризируем наш вид спорта, который называется карате, да и в принципе спорт в частности. Всем спасибо за просмотр. Уверен, у вас все получится. До новых встреч. Всем пока. Ос.